Во время еды мужчина увидел и записал на видео, как его дочь выхватила лакомство у собаки. То, что собака сделала с ней, ужасно шокировало его, и когда он выложил видео в интернет, сотни людей согласились с тем, что поведение Брана было совершенно невероятным. В тихом районе между Брана, преданной немецкой овчаркой, и Евой, жизнерадостной девочкой, установились тесные отношения. Они проводили дни вместе, приносящие смех и радость. Добродушный характер Брана сделал его отличным компаньоном для маленькой Евы, и она была в центре его внимания. Однако в их постоянном общении было одно исключение – время приема пищи. Всякий раз, когда наступало время есть, между ними начиналось шутливое соревнование. Вооружившись смартфоном, отец Евы записывал дружеское соперничество между Брана и маленькой девочкой. В центре их добродушного спора было угощение. Они оба с нетерпением пытались заполучить желанные закуски. Отец Евы, всегда стремившийся поднять им настроение, завел трогательную традицию угощать и Еву, и Брана. В этот особенный день только Брана ждал сюрприз, так как папа Евы щедро вручил ему порцию вкусных лакомств с косточками в награду за его хорошее поведение в тот день. Распорядок дня, предназначенный для того, чтобы доставить радость и его дочери, и их пушистому спутнику, он подготовил почву для неожиданного поворота событий. Когда раздавали угощения, Брана не мог сдержать своего энтузиазма, и это чувствовалось в воздухе. Он не терял времени даром и с жадностью поглощал свои костяные лакомства, с неподдельным удовольствием смакуя каждый кусочек. Тем временем Ева, очарованная трогательным зрелищем, не смогла устоять перед соблазном. Привыкшая к всеобщему вниманию, она с нежным вожделением смотрела на оставшиеся угощения, желая тоже отведать их. Отец Евы усмехнулся, наблюдая за разворачивающейся драмой. Брана, полностью поглощенный своим угощением, не обратил внимания на многообещающий план девушки. Когда пес с удовольствием расправился с первой половиной своего угощения, Ева воспользовалась удобным моментом, решительно настроенная потребовать свою долю. На лице отца Евы заиграла улыбка, смесь гордости и веселья, когда он увидел, какую тонкую стратегию использовала его дочь. Демонстрируя свою сообразительность, девочка осторожно приблизилась к Брана, пока он с ловкой аккуратностью поглощал свои закуски. Она провела своими маленькими ручками между мордочки Брана, целясь в то, к чему он еще не притронулся. Несмотря на ее невинное поведение, в глазах Евы промелькнула искорка озорства, которую она умело скрыла, когда она успешно схватила желанное угощение. Брана, пребывая в блаженном неведении, продолжал поглощать косточки, которые были у него во рту. Однако момент удивления настиг его, когда он потянулся за оставшейся порцией. Брови Брана нахмурились, когда он обнаружил, что угощения исчезли с того места, где он их оставил. Озадаченный, он огляделся по сторонам, надеясь найти недостающую половину, но обнаружил только пустое место, где когда-то лежали его угощения. Озадаченный и желая получить еще, Брана усилил поиски. Его обостренные чувства заострились на таинственном исчезновении, и он обратил внимание на Еву, которая с невинным видом сидела с угощениями, которые теперь были в ее распоряжении. До Брана дошло, когда он увидел, что именно Ева забрала оставшуюся часть его угощения. Папа Евы, которого очень занимала разворачивающаяся сцена, улыбался, наблюдая за очаровательным моментом, произошедшим между двумя неразлучными друзьями. Однако его любопытство росло по мере того, как он размышлял о возможной реакции Брана. Попытается ли преданная немецкая овчарка забрать свои лакомства или предпочтет оставить все как есть? Напряжение не спадало, и отец Евы продолжил съемки, желая стать свидетелем следующей главы их игривой саги. Верный ожиданиям, Брана,
не из тех, кто отступает, решил вернуть то, что принадлежит ему по праву. Он решительно направился к Еве, не сводя глаз с припрятанных угощений. С быстротой молнии маленькая девочка продемонстрировала свою новообретенную озорную натуру и быстро спрятала угощение за спину. Чтобы еще больше подбодрить пастуха, она ловко отвернулась, не дав ему даже взглянуть на желанные лакомства. Однако Брана было нелегко удержать. Обладая острым обонянием, он полагался на свои собачьи инстинкты, чтобы найти спрятанные лакомства. Он мгновенно сориентировался по запаху, прекрасно понимая, что Ева предприняла стратегическую попытку держать их подальше от него. В комнате царило напряженное ожидание, пока Брана готовился к следующему шагу, полной решимости преодолеть игривое препятствие, созданное его маленьким другом-человеком. Отец Евы, которого забавляла разрастающаяся драма, решил вмешаться. Со смехом в голосе он шутливо отчитал свою дочь. «Ты взяла угощение у Бранна, Ева. Верни Бранна его угощение. Он это заслужил. Ева, верни». Его мягкий упрек эхом разнесся по комнате, призывая маленькую девочку пересмотреть свои озорные поступки и вернуть угощение их законному владельцу. Однако Ева осталась непреклонна к просьбам своего отца. Не впечатленная, она твердо решила, что Брана не получит свое угощение обратно. Ее решительная позиция в сочетании с игривым вызовом свидетельствовали о волевом характере малыша. Даже добродушные жалобы ее папочки не смогли поколебать ее решимости. Брана, терпеливая немецкая овчарка, оказался в затруднительном положении. Сидя с невинным видом, он надеялся, что его очаровательное желание получить угощение смягчит решимость Евы. С глазами, говорившими о многом, он терпеливо ждал, полагаясь на свое природное обаяние, чтобы завоевать ее расположение. Однако Ева оставалась непреклонной, решив оставить угощение себе. Увидев это милое противостояние, отец Евы решил вмешаться еще раз. С блеском в глазах он потянулся за угощениями, думая, что непосредственное участие могло бы разрешить ситуацию. К его удивлению, Ева, проявив неожиданную решимость, сопротивлялась даже попыткам отца забрать угощение. Когда-то веселый обмен мнениями принял другой оборот, и Ева крепко вцепилась в желанные закуски, бросая вызов и Бранна, и отцу. Несмотря на сопротивление Евы, ее отец обдумал другую стратегию. Устные просьбы оказались бесполезными, а прямые попытки вернуть угощение натолкнулись на сильное сопротивление. Подумав, он решил попробовать другой подход. Одновременно проинструктировав Бранна вернуть свое угощение, он отвлек внимание Евы, игриво предложив ей «дай 5». Ева, всегда чутко реагировавшая на жесты своего отца, не смогла устоять перед соблазном предложенного взаимодействия. Пока Ева с удовольствием давала 5, отвлекая внимание, ее отец воспользовался возможностью, чтобы помочь Брана в поисках лакомства. Приказывая терпеливой немецкой овчарке забрать свое лакомство, ее отец применил хитроумную уловку. С озорной улыбкой он сделал вид, что дает Еве еще одну 5, полностью завладев ее вниманием. По комнате разнеслось игривое хихиканье маленькой девочки, радовавшейся вновь обретенному вниманию со стороны своего папы. Пока Ева на мгновение отвлеклась, Брана увидел возможность вернуть свои лакомства. Послушная немецкая овчарка, подчиняясь голосовым командам своей хозяйки, осторожно проглотила лакомство из рук Евы. Однако Ева, проявив удивительную для ребенка силу, еще крепче вцепилась в приз. Поскольку борьба продолжалась, папа Евы не мог не восхищаться стойкостью, проявленной как решительным малышом, так и терпеливой немецкой овчаркой. Игривое противостояние, первоначально сосредоточенное на угощениях, превратилось в восхитительное зрелище любви и единения. В конце концов, угощения, возможно, и послужили катализатором
Но истинной наградой для папы Евы стал смех и крепнущая связь между этими неразлучными друзьями. Брана был очарован трогательным и забавным разговором с дочерью. Отец Евы решил поделиться этим видео со всем миром. Его целью было донести радость и подчеркнуть игривую привязанность, которую может вызвать наличие в семье терпеливой немецкой овчарки. Он и не подозревал, что это решение окажет далеко идущее влияние на восприятие немецких овчарок во всем мире. После публикации видео в интернете оно быстро стало сенсацией, покорив сердца миллионов людей. Восхитительные моменты между Брана и Евой, ссора из-за угощений и терпеливое поведение немецкой овчарки нашли отклик у зрителей. На зрителей нахлынули эмоции, когда трогательные сцены затронули сердечные струны людей из разных уголков мира. Удивительно, но эффект от видео вышел за рамки его привлекательности. Многие зрители были ошеломлены, осознав, что их предвзятое мнение о немецких овчарках было необоснованным. Широко распространенное мнение о том, что немецкие овчарки небезопасны в качестве домашних животных рядом с детьми, что часто ассоциируется с агрессией, было опровергнуто. Спокойная и терпеливая реакция Брана на игривые выходки Евы разрушила эти заблуждения. Стало очевидно, что немецкие овчарки могут быть нежными, уравновешенными компаньонами, способными наладить прочные отношения с детьми. Видео вызвало волну положительных эмоций, изменив представление о немецких овчарках во всем мире. Теперь зрители были вдохновлены любовными отношениями между Брана и Евой. В мгновение ока раздел комментариев заполнился выражениями удивления и благоговения перед дуэтом. Видео стало настолько популярным, что даже отец Евы оказался завален сообщениями от людей, которые, вдохновленные поведением Брана, пересмотрели свое мнение о немецких овчарках. Но проявление Брана удивительной преданности и тактики, которая согревает душу, не было единичным случаем. В другой раз он продемонстрировал бы, насколько он может быть защитным и проворным, предотвратив то, что могло обернуться настоящей катастрофой. Никто и не подозревал, что бдительный характер Брана превратит его в героя в случае потенциального кризиса. В один из обычных дней Ева была поглощена своей обычной игрой, а Брана тихо наблюдал за ней из угла, всегда настороже. Пока она с удовольствием играла со своими игрушками, обостренные чувства пса были на пределе. Что-то привлекло его внимание. Ева подошла к лестнице в опасной близости. В мгновение ока Ева увлеклась игрой, оступилась на ступеньках и закачалась на краю крутого спуска. Брана, всегда бдительная и проворная немецкая овчарка, действовал быстро, с поразительной быстротой. Он встал между Евой и надвигающейся опасностью, заслонив ее своим крепким телом в самый последний момент. Неожиданный поворот событий привлек внимание отца Евы. До этого момента единственным звуком, раздававшимся в доме, было игривое хихиканье Евы. Но спокойствие внезапно пошатнулось, и вскоре тишина сменилась серией громких лаев Брана, сигнализируя о срочности ситуации. Однако именно крики маленькой Евы по-настоящему подтолкнули ее отца к немедленным действиям. Смесь защитного лая Брана и криков Евы о помощи заставила его броситься к лестнице, опасаясь худшего. Когда отец Евы добрался до места происшествия, он увидел, что Брана стоит как бдительный страж, демонстрируя свои защитные инстинкты в полной мере. В то время как Брану удалось уберечь его от падения с лестницы, малышка, все еще напуганная и потрясенная, выражала свой страх сквозь слезы. Несмотря на героизм собаки, этот эпизод оказал глубокое воздействие на эмоции Евы. Со смешанным чувством облегчения и благодарности отец Евы быстро подошел к месту происшествия. Он подхватил свою дочь на руки, успокаивая ее и унимая слезы. Одновременно он протянул руку, чтобы погладить Брана по голове,
выражая свою признательность за быстрые и решительные действия собаки, которые предотвратили потенциальную катастрофу. Брана, купаясь в любви и признании, удовлетворенно завилял хвостом. На самом деле, терпеливость и преданность Брана были не единственной замечательной чертой его характера. Его защитные инстинкты проявлялись в критические моменты. Эта черта была глубоко укоренившейся в его наследии немецкой овчарки, для которой защита и бдительность в стае были неотъемлемыми обязанностями. Брана оказался не только верным товарищем, но также и преданный страж, всегда бдительный и готовый защитить членов своей человеческой стаи от вреда. Позже, в тот же день, когда подошло время приема пищи, отец Евы решил выразить свою благодарность Брана вкусным способом. В качестве особого комплимента за то, что он был настоящим героем и спас ее от возможного падения с лестницы, щенка угостили дополнительными лакомствами. Этот жест послужил знаком признательности за преданность и стремление защищать, который неизменно проявлял Брана, укрепляя его статус не просто домашнего любимца, но и любимого члена семьи. В этот раз маленькая девочка позволила своему лучшему другу отведать все его лакомства, с удовольствием наблюдая, как он их поглощает. Трапеза закончилась крепкими объятиями между ними и еще одним счастливым воспоминанием для отца Евы. В конце концов, Брана, возможно, не смог бы с первого раза отобрать у Евы свое угощение, поскольку энергичный малыш твердо стоял на своем. Однако его неизменное терпение и невозмутимость перед лицом игривого вызова красноречиво свидетельствовали о том, насколько он был преданным и терпеливым. Это видео, которое начиналось как простое изображение дружеских отношений, в конечном итоге произвело неизгладимое впечатление о глобальных перспективах. Неверные представления о немецких овчарках часто возникают из-за их изображения в кино и средствах массовой информации. Но Брана бросил вызов этим стереотипам благодаря трогательному общению с Евой, которое также послужило живым примером того, что внешность может быть обманчивой и что устрашающее телосложение немецких овчарок не определяет их пригодность в качестве домашних питомцев. Какая милая история! Были ли у вас похожие моменты с вашим питомцем? Поделитесь своим опытом общения с пастушьими породами или любыми неожиданными моментами, которые продемонстрировали уникальные качества и интеллект вашего питомца. Спасибо, что посмотрели, и до встречи в следующем видео.